Первый марокканский кризис, Танжерский кризис. Первый марокканский кризис, Танжерский кризис, был острым международным кризисом в период с марта 1905 по май 1906 года из-за статуса Марокко. Германия бросила вызов растущему контролю Франции над Марокко, тем самым усугубилось положение Франции и Соединенного Королевства. Кризис был разрешен с помощью Альгесиросской конференции 1906 года. Германия была вынуждена пойти на уступки относительно экспансии в Марокко. Францию на конференции поддержали Великобритания, Италия и Россия. На стороне Германии выступила только Австро-Венгрия. Позиции стран объяснялись следующими соображениями. Великобритания боялась усиления Германии на севере Марокко, так как это могло угрожать ее интересам в Гибралтарском проливе. Италия поддержала Францию для того, чтобы Франция в будущем поддержала Италию. Россия поддержала Францию. Конференция подтвердила французский контроль. Это ухудшило отношения Германии как с Францией, так и с Соединенным Королевством и помогло укрепить новое англо-французское соглашение, сердечное соглашение, серия соглашений по колониальным вопросам между Британской империей и Францией, подписанные 8 апреля 1904 года. Они подвели черту под столетием колониального соперничества между державами драка за Африку и наряду с Франко-Русским союзом привели к созданию Антанты. 31 марта 1905 года германский император Вильгельм II прибыл в Танжер, Марокко, и провел совещание с представителями султана Марокко Мулая Абда аль-Азиза, также он известен как Абд аль-Азиз IV. Он был султаном Марокко с 1894 по 1908 годы, из династии алауитов, заменил на троне своего отца Хасана I. На момент вступления на престол ему было 14 лет, и до 1900 года правил при регенстве Ба-Ахмеда бин Муссы. В 1908 году был свергнут с престола в результате восстания, начавшегося в 1907 году. Оно проходило под лозунгом недовольства его профранцузской политикой, но ключевой фигурой восстания был его брат Абд аль-Хафиз, который сменил Мулай Абда аль-Азиза на троне. В общем, Вильгельм II заявил, что он пришел поддержать суверенитет султана. Заявление, которое было равносильно провокационному вызову французскому влиянию в Марокко. Впоследствии султан отверг ряд правительственных реформ, предложенных Францией, и направил приглашение крупным мировым державам на конференцию, которая должна была дать ему рекомендации по необходимым реформам. Германия добивалась проведения многосторонней конференции, на которой французов можно было бы призвать к ответу перед другими европейскими державами. Министр иностранных дел Франции Теофиль Делькассе занял возмутительную позицию, заявив, что в такой конференции нет необходимости. В ответ граф Бернгард Генрих Карл Мартин фон Бюлов, рейхсканцлер Германской империи, пригрозил войной по этому вопросу, хотя это был блеф. Вильгельм не хотел войны, заявив в Бремени непосредственно перед отъездом. Мое изучение истории не вдохновило меня стремиться к мировому господству. В империи, о которой я мечтаю, германскому императору будут доверять другие страны, и его следует рассматривать как честного и мирного соседа. Пик кризиса пришелся на середину июня, французы отменили все военные отпуска 15 июня, а Германия пригрозила подписать оборонительный союз с султаном 22 июня. Премьер-министр Франции Марис Пьер Рубье отказался рисковать войной с Германией по этому вопросу. Делькассе подал в отставку, так как французское правительство больше не поддерживало его политику. 1 июля Франция согласилась принять участие в конференции. Кризис продолжался вплоть до начала Альгесиросской конференции, когда Германия призвала резервные подразделения 30 декабря, а Франция перебросила войска к границе с Германией 3 января. Для урегулирования спора была созвана конференция в испанском городе Альгесирос. Она длилась с 16 января по 7 апреля 1906 года. Из присутствующих стран представители Германии обнаружили, что на их стороне выступила только Австро-Венгрия. Попытка Германии пойти на компромисс была отвергнута всеми, кроме Австро-Венгрии. Франция получила твердую поддержку со стороны Великобритании, России, Италии, Испании и Соединенных Штатов. Германия решила согласиться на компромиссное соглашение, которое было подписано 31 марта 1906 года.
Хотя конференция временно разрешила первый марокканский кризис, она только усилила напряженность между Тройственным союзом и Тройственной Антантой, что в конечном итоге привело к Первой мировой войне. Первый марокканский кризис также показал, что сердечное соглашение было сильным, поскольку Британия защищала Францию во время кризиса. Кризис можно рассматривать как причину подписания англо-русского соглашения 1907 года и англо-франко-испанского пакта Картахены. Вильгельм II был зол из-за того, что его унизили, и был полон решимости больше не отступать, что привело к вовлечению Германии во второй марокканский кризис, Агадирский кризис.